Почему не полезно гневаться? Гневаться не полезно, но выражать себя очень важно. То есть не копить энергию, не копить и не убивать себя, потому что гнев, он разрушает, если мы его не выражаем. Но гнев и разрушает, если мы его выражаем неосознанно и не в моменте. Очень важно научиться выражать себя достойно. Если мы не копим невыраженные эмоции, не подавляем, тогда у нас гнева может не случиться. Да, бывает, гнев происходит, взрываемся, но это когда мы уже накопили. И вот если мы уже взорвались, мы ничего не можем с этим сделать. Но очень важно, если есть такая возможность, просто отползти, потому что замолчать вряд ли. Но отползти, отвернуться, отойти, попробовать сделать какие-то движения, это можете. Замолчать, задавить – это уже нереально. Это можно сделать только в том случае, когда мы начинаем с вами двигаться в самом первом моменте. Вот у меня поднимается злость, я начинаю напрягаться. И вот тут мне важно сказать, именно это выразить. Я напрягаюсь сейчас, я сейчас злюсь, я сейчас расстраиваюсь. И вот когда вы так говорите, вы как бы скидываете эмоцию. Вы ее не подавляете, вы ее не копите, а вы ее скидываете, но скидываете не на кого-то, а вы ее оставляете здесь, внутри своего поля. Вы оставляете эту энергию как свой ресурс для себя же любимого, но не даете эмоции оставаться внутри, и она вас не разрушает. Вот это то, что называется преддверием нашего гнева. Гнев случается позже, когда мы накопили. И гнев разрушает и вас, и другого. Вспомните себя когда-нибудь, когда вы кричали, когда вы истерили. Что происходило? Вы потом были как мертвые. Вы сливали энергию, вы теряли энергию в этот момент, потому что вы указывали на кого-то. Это ты, это ты, это ты. Вы сливаете. А вот если вы говорите, я сейчас злюсь, я сейчас злюсь, просто дайте эмоции выйти. Через звук, через через что-то, но не обращая на кого-то внимания. То есть не указывая на кого-то, я злюсь. Оставьте это для себя. Оставьте энергию для себя. Не разрушайте ни себя, ни мир. Потому что происходит дальше? Вот мы сейчас поговорили о вас. Это вас разрушает. Но когда другой человек, вы на него слили, вы на него скинули, это огромный поток энергии. И человек, если не успел закрыться, он получил удар. И если он получил этот удар, что он сделает? Он обязательно вернет вам. Он начнет возвращать вам какую-то часть этого. И понятное дело, что понеслось. И вот тут вы начинаете вместе, заметьте, вы уже вдвоем творите ужас. Вы создаете атомную бомбу. Вы создаете поле ненависти, поле, которое убивает все, и вас, и всех, все вокруг. И не только вас конкретно, а если в этом поле находятся дети или кто-то еще, они тоже подпадают под этот удар. Все страдают. Вот это то, что нужно понять. Если я хочу жить, хочу жить без этого, тогда мне надо начинать с самого начала. Всегда выражать себя в самом любом моменте. Например, вам не подали чашку, или подали чашку, но не горячий чай. Вы говорите, да, я как-то расстроился, а чай оказался холодным. Вы не против заменить мне этот чай? Вы выразили себя, вы не слили на человека, и вы попросили человека, вы можете. А если вы стерпели, вы это понесли дальше. Дальше вы это еще стерпели что-то, и дальше еще стерпели. А потом вылейте на кого? На близких, тех, кто вас любит, кто может вас терпеть, и на детей, на тех, кто беззащитен. Вы понимаете, как это работает? Мы разрушаем мир. Мы разрушаем свою жизнь и разрушаем жизнь вокруг. Поэтому гневаться нам очень не полезно. Не полезно. Но выразить любую эмоцию мы просто обязаны. Обязаны выразить ее в моменте и только о себе.